Я всех приветствую, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня наступил тот самый день, когда мы наконец-то запустим Yamaha Tenere и соберем ее в кучу. Я здесь немного все разложил, чтобы вам показать наглядно, что пришлось сделать, какие узлы подвергались ремонту, восстановлению и тому подобное. Ну и давайте начнем сначала. Вот перед вами проводка всего мотоцикла. Здесь она состоит из двух основных кос. Это коса, которая идет на переднюю часть, и основная коса, которая идет на генератор, прочие потребители и на заднюю часть мотоцикла. Коса была немного восстановлена, потому что у нее здесь была спайка фаз на генератор. Как вы помните, если смотрели, я показывал, сделал сейчас на разъемах. Единственное, я не нашел вот такой пластиковой колодки под 3 разъема. Вот как назло, раньше был целый тазик, сейчас ни одной нету. Ничего страшного, потом все переобожмем, ничего, думаю, такого нету. В некоторых местах понакручивал изолентой, все пособирал в пучки, как должно быть по заводу. Да, и вот эта колодка также была вся оплавлена. Немного ее переделал, почистил, зачистил, кое-где переобжал. Думаю, будет работать. Теперь контакт будет тут надежный. Двигатель, в прошлом видео мы с вами его собрали, если вы смотрели. Напомню, кто не смотрел, для чего разбирался этот мотор. У него была единственная проблема, из-за чего я стал его разбирать. Это между картеров снизу двигателя подтекало масло. Его пытались там замазать, конечно же, это все такое мертвому припарка, нужно по идее все разбирать и перемазывать. Заодно по ходу движения я поменял поршень с кольцами. Поршень было менять не обязательно, но так как я купил поршень вместе с кольцами, напомню, этот поршень с небольшим пробегом, собрали двигатель, поехали кататься, и у него там отрыгнуло что-то по трансмиссии. Это поршень с квадроцикла Raptor 660 и также Grizzly 660, у них одинаковые поршневые, 3UF, если что, маркировка, вдруг кому пригодится. Запчасти на квадроцикл найти, как оказалось, проще, потому что их просто физически больше катается по просторам нашей родины. Далее остальные детали, которые были окрашены в черный цвет, я также освежил, все перекрасил. Глушитель вместе с коленом также покрасил, потому что был довольно ржавый и ободранный. По водянке все перемыто и готово к сборке. Да, вот резинки демпферные на заднюю звезду. Прошлым хозяином также были новые, что очень даже хорошо. Рама вместе с маятником были также покрашены, краска сидит под лаком. Надеюсь, будет держаться, не особо сразу обдерется, но она уже лежит довольно давно, наверное, месяца 1,5-2 назад, как я ее покрасил, поэтому краска уже должна хорошо стать. И при сборке, я думаю, будем очень аккуратно, чтобы ничего не ободрать заранее. В переднем колесе подшипники я менял до разборки этого мотоцикла. Там стоят новые СКФ подшипники, поэтому передние не трогаем, а в заднем колесе подшипники есть. Я купил новые, старые, как вы видите, я выбил, их там уже нету, так что мы с вами запрессуем сюда новые. Фильтр-бокс и сам фильтрующий элемент также был отмыт, продут, все там нормально. Сетку вот эту защитную на радиаторе я покрасил, но радиатор красить не стал, он в принципе-то как бы черный, да и черный, бог с ним, тем более его там практически не видно, он алюминиевый, не ржавеет и ничего ему быть не должно. Амортизатор нормальный, сухой, не течет, двигатель системы охлаждения я также весь вскрыл, перемазал, почистил, тут все как-то в мазуте было грязно. В мазуте это потому, что здесь, как мы знаем, картер сухой, и когда неаккуратно заливают масло в раму, его излишки стекают, попадают везде, куда только можно. Поэтому там, как правило, у мотоциклов с сухим картером там постоянно какая-то все в масле, все грязное и все такое. Звезда, цепь, как я сказал, в нормальном состоянии. Подшипник на звезде поменен был до меня вместе с сальником, поэтому здесь стоит все свежее. Трогать мы ничего не будем. Заменим лишь подшипники в колесе и сальник, который стоит с правой стороны. По вилке я ничего не делал, потому что я в тот раз говорил, что она идеально работает. Пока что я с ней ничего не делал, даже не заглядывал внутрь, но старый хозяин мне говорил, что масло там менялось, смысла нет. Но вот гофры я очень хотел поменять и хочу и сейчас, но я просто про них забыл. Помнить такой объем работы довольно тяжело, тем более у меня не один мотоцикл собирается
поэтому я просто тупо забыл. Но ничего страшного, поменяем их потом, потому что ждать я уже не могу. Что касается передней траверсы, друзья, вы помните, она была гнутая, особенно нижний мост был вертолетом. Как я его равнял, я просто зажимал одно ухо в тисы, в другое засовывал трубу, поджимал его болтами и просто крутил, грубо говоря, выворачивал. И все получилось, теперь траверса ровная. И также верхний мост был поведен вертолетом, но я уже вставлял сюда перья, примерял, как оно все будет. Ну, в принципе, все удовлетворительно, поэтому с вилкой проблем быть не должно, а точнее с рулежкой, потому что рулежка, как я рассказывал, уже была отвратительная, мотоцикл постоянно ехал в бордюр. Также был погнутый руль, как оказалось, одно плечо руля было загнуто. Думаю, ни для кого не секрет, как можно померить руль, просто ложите его на ровную поверхность, у меня, конечно, сейчас не ровно, и смотрите, чтобы все концы руля прилегали четко к поверхности. У меня же был перекос, он стоял немного раком, поэтому пришлось его подогнуть, ну и после чего, конечно, покрасить. В этой коробке у меня находится все, что касается прогрессии, задней подвески и маятника. Все деталье, конечно, немного имеет износ, но не критичный, поэтому еще поработает. Я очень даже вовремя это все разобрал, потому что там от смазки не было и следа. Хотя на каждом шарнире этой подвески имеется масленка, через которую можно это все обслуживать, но никто до меня этого давно уже не делал, судя по всему. Вы помните мою проблему с карбюратором, проблема многих Yamaha XT, XTZ, которые имеют подобный карбюратор, где у них проблема с первичной заслонкой вторичного карбюратора, либо вторичной камеры. По моей просьбе токарь выточил саму длину и нарезал по краям резьбы. Все остальное я доделал руками, а именно выбрал вот эту четверть, на которой лежит заслонка. Давайте я вам покажу на старой оси. Вот так выглядит она, и нужно было выбрать вот такую даже не четверть, а половинку. И это все я делал вручную, прямо здесь на своих небольших тесах. Сначала я разметил ширину заслонки, потом грубо болгаркой зачистным диском выбрал эту половину и напильником все прошлифовал до идеально ровной поверхности. Ну, насколько напильником можно сделать идеально. Далее я засверлил отверстие под крепление заслонки и нарезал резьбу М3, как и должна быть в старой заслонке, и теми же винтами я ее прикрутил. После чего я сделал шлиц на одной из резьб, куда прикручивается упор для пружины, чтобы надеть вот эту упорную шайбу. Поставил на место ось вместе с сальниками, немного их смазав. Теперь работает все очень даже хорошо, никаких люфтов здесь не появляется. Заслонка открывается своевременно и четко, без всяких перекосов. Я очень надеюсь, не будет здесь у нас больше подсоса воздуха. Как я говорил, проблема этого карбюратора заключается в этом. Найти стабильную работу на холостом ходу довольно сложно, когда смесь уже начинает быть бедной. Приходится винтом качества эту смесь корректировать, чтобы она стала немного богаче и как-то этот двигатель более-менее устойчиво работал. Так что с карбюратором у нас тоже, в общем-то, все получилось. Я надеюсь, все будет видно на испытаниях. Что касается пластика, он находится в другом помещении, он нам сейчас абсолютно ни к чему, за исключением бензобака, который я потом приволоку, накину, чтобы поставить его на свое место и потом уже с ним прокатиться. Так что, друзья, все вроде бы у нас готово. Начинаем!
Итак, ну что, друзья, настал момент истины. Давайте запустим двигатель. Моторное масло я залил, антифриз также залил, но это осталось за кадром, ничего там интересного. Бензобак я сделал таким образом, чтобы потом посмотреть, чтобы нигде у нас ничего не сопливало, не текло. Ну что ж, давайте пробовать. Вытягиваем подсос. Карбюратор полный, уже наполнился, поэтому должен схватить быстро. Стоп. Сразу же начинают выгорать капли тосола, я там немножко пролил на колено. Ну а так, в принципе, все. Давайте еще разочек. Ну это продолжать уже будем на улице, потому что тут уже дышать нечем. От этого тосола. Тише, 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 тише. Очень даже неприятный запах, когда он горит. Ладно, друзья, в принципе все на этом, пожалуй. Я действительно планировал сегодня прокатиться, но уже дело в том, что без 26 вечера, и у меня еще не готовы задние тормоза. Тем более сейчас нужно устанавливать фару, нужно устанавливать зад, чтобы горел фонарь и все остальное. Но сегодня уже просто не успеваю. Действительно, работа проделана сегодня просто огромная. С самого раннего утра вот до вечера, грубо говоря, это все заняло. Давайте я сейчас, наверное, похожу с камерой вокруг, покажу поближе, что как получилось. Значит, проводку я уложил по заводскому, по мануалу, как она должна быть. Ну, на всякий случай, вдруг вы будете что-то делать. Вот я руководствовался мануалом, и вот именно так она должна заходить. Она была и изначально по-другому, трос сцепления шел по-другому, тросы газа также шли по-другому. И вот сейчас я положил все по мануалу, но как-то мне не очень, честно говоря, это все нравится. Не знаю, вот неудобно стало теперь до ключа, например, тянуться. Но ладно, мануал есть мануал, доверимся пока ему. Заливал своими заготовками кривыми, масло в двигателе, точнее в раму. Пролил мимо, теперь опять все в масле, нужно будет это все потереть, оттереть. Антифриз также заливал, также пролил мимо. Ну, в общем, я просто уже устал за весь день, наверное, уже силы меня покидают. Вот именно таким образом должны идти тросы газа, проходить сквозь раму и идти на правую сторону мотоцикла. Лежали же они по-другому, ну, значит, так, наверное, все же правильно, пусть так будет. Ничего им не мешает, ну, нормально они, в общем-то, сидят на своих местах. Далее, фильтр-бокс. Я запарился с фильтр-боксом по той причине, что я сначала поставил заднее колесо вместе с прогрессией, конечно, и потом пытался его сюда воткнуть, но попытки были тщетны. Пришлось обратно снимать колесо и засовывать фильтр-бокс без колеса. Почему-то у меня было такое четкое представление, что он туда войдет, но вот чуть-чуть не хватает ему, буквально. Вот этот тазик под аккумулятор упирается в колесо, и хоть ты тресни. Пришлось, в общем, выкатить назад колесо и затолкать его. По выхлопу все четко стало на свои места, каждый болтик попал в свое отверстие, в свою резьбу. Здесь вообще никаких претензий нет. При сборке двигателя флажок выжима сцепления я поставил наугад, его также пришлось переставлять. Здесь все просто, снимаем стопорное кольцо и переставляем его по шлицу, как нам будет угодно. Поэтому, если что, вдруг это не проблема. Что касается заслонки карбюратора, конечно, все проверим потом на ходу, уже когда мы с вами будем кататься на нем. По системе охлаждения также никаких проблем, все стало на свои места, все четко прикрутилось, затянулось. Единственное, я думаю, вы видели, я каждый хомут посмазывал, чтобы его потом легче было откручивать, закручивать, и он служил долго. Заметил я, что лопнутый шланг перелива антифриза, он прям вообще напополам отгнил, ну ничего, придется его поменять, также особо не проблема. Если вы владеете таким же мотоциклом и у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я постараюсь на них ответить, по возможности, конечно, потому что времени бывает вообще в обрез. Ну, в общем, чем смогу, тем помогу. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал, также не забывайте, у меня есть второй канал, я там просто на свободные темы
гундил всякое разное про мотоциклы и не только. В общем, все, я пошел отдыхать. Всем пока.